Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня буду шить коврик, и я уже выкроила полосок для коврика. Хорошие, красивые ткани, но темные, потому что это коврик на пол. Мне под стул надо. Я работаю на машинке, чтобы, когда я туда-сюда встаю, чтобы пол не царапался. У меня там был коврик, но я его постирала, и он сел. Это был покупной коврик, и мне теперь нужен другой, новый. Ну, буду сшивать эти полоски, потом покажу, что получилось. Я не сказала, размер моих полосок 12 на 60 сантиметров. Мне немного неудобно шить, потому что между мной и машинкой камера стоит. Но как получается. После сшивания вот такое у меня получилось полотно. Швы я загладила уже на разные стороны. Можно было и на одну сторону все заглаживать, но я решила, что заглажу так. Но у меня такие незатейливые развлечения. То швы на одну сторону заглажу, то на две. Размер моей заготовки получился 60 на 74 сантиметра после сшивания. Я буду свой коврик стягать, поэтому я вырезала вот нижнюю часть. У меня старая шторка, она крепкая, но вот в пятнышках каких-то. Поэтому я ее буду использовать. И вырезала кусок синтепона такого же размера, как эта ткань нижняя. И уложила в свой коврик. Буду скалывать сэндвич. Начинаю скалывать из центра, от центральной полоски и двигаюсь к краям. Я не закрепляла никак нижнюю ткань, потому что мне вообще не важно, если она там сосборится во время стежки. Это не страшно, потому что я все равно буду еще нижнюю ткань, еще одну другую делать. Мне не нужно очень много булавок использовать. Мне вот чисто для того, чтобы это все не смещалось сильно относительно друг друга. Я буду стягать вручную. Стягать я буду не очень плотно. Я вот свою заготовку расчертила поперек полосок. На расстоянии линии провела на расстоянии 6 сантиметров друг от друга. И стягать буду вот такими вот нитками ирис или ирис, как они называются. Небольшими прямо, но и не маленькими стежками. Узелок на изнанке оставлю. Стежки где-то у меня будут 1,5 сантиметра. А между стежками, наверное, 3 сантиметра. Ну, я, по крайней мере, так попробую, а дальше что получится. Девчонки, я такой финт ушами задумала с этим ковриком, что сама прямо в предвкушении и прямо стараюсь сделать поскорее. Ну, конечно, поскорее прям сильно быстро не получится, но достаточно быстро, я думаю, все случится. За вечер можно сделать. Девочки, решила не через 6 сантиметров, а через 3 еще линии напроводила и вот стягаю через 3 сантиметра. И еще я хотела вам показать, что вот я когда стягаю, то я стежки располагаю в шахматном порядке. Видите, каждый через ряд, получается, они друг напротив друга, а так вот в шахматном порядке. Все простегала. Ну, на самом деле, не так много времени заняло. Я по НТВ включила половину программы с Соседовым, не знаю, как называется. И ДНК еще не закончилась, а я уже все закончила. Сейчас покажу, что я буду делать дальше. Можно и так оставить уже, сделать кант, и все. Но я хочу сделать как-нибудь поинтереснее. Я купила вот такой вот джут, веревочку джутовую, и буду ее сюда вплетать. И я вот на джутовой этой веревочке сделала узелок. И вот так вот продеваю. Мне еще не так удобно, потому что я веревку сделала очень длинную, чтобы пореже в цыганку, в иголку вдевать. Потому что она толстенькая такая, достаточно трудновато вдевать. Протыкаю иголкой вот напротив последнего своего стежка. И продергиваю туда наизнанку иголку. Не очень она хочет, но кто ее спросит. Вот. И потом обратно сюда. Обратно легче. И теперь идем в обратную сторону. Но только уже через соседние стежки.
И здесь тоже рядышком здесь втыкаем. Следующую дырочку делаем вот здесь вот, напротив. Опять напротив вот этого стежка. И опять пошли в эту сторону. Вот. И так продолжаю до самого конца. Я вам покажу, как я делаю узелок. Здесь же особо-то не проткнешь. Вот так вот я его туда подтягиваю, и все. И готов узелок. Доделала я лицевую сторону, и теперь мне надо, я говорила, что я буду еще один слой ткани сюда ставить, чтобы закрыть эти все швы и узелочки. И я вот такой же из этой же шторки, из которой я нарезала полоски, вырезала прямоугольник по размеру своего будущего коврика, и из него же вырезала полоски для канта. Ну и сделаю кант. Я в прошлом видео показывала, как делать кант. Поэтому здесь я останавливаться не буду, покажу уже полностью результат. Ну все, кант я пришила. Это вот лицевая сторона так выглядит, вот так вот изнаночная сторона. Кое-где, конечно, соскакивала я. Но ничего страшного. В любом случае, кто там будет присматриваться на полу к этому канту, так все нормально выглядит. Я довольна. Сейчас покажу общий вид. Посмотрите, что получилось. Я хочу сказать, ведь так и какие-то другие вещи можно с такой сеточкой сверху делать. Потому что, например, и подставки под горячие, и даже на сумку можно не обязательно шпагатом, джутом. Можно же какими-нибудь цветными нитками, вязальными, например, это сделать, такую красоту. Ну, по крайней мере, необычно. Если честно, мне... еще я хотела сказать, он ведь, если коврик под ноги ставить, а не как я под стол, да, утром встаешь и такой сразу массаж небольшой, потому что эти бечевочки, они хоть и мягкие, этот шпагатик, но все-таки они чувствуются, и, ну, прикольно, короче, и массажный коврик, и не прихватки, а сумку можно так сделать, и подставку под горячее, можно и потолще веревку ведь сделать на подставку для горячего, и эта веревка будет предохранять нижнюю ткань от соприкосновения с посудой, с горячей. И будет симпатично выглядеть. Так что мне нравится очень. Прикольный. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. Если вы еще не подписаны, конечно, подпишитесь. Пишите свои комментарии. И если вы смотрите в YouTube, нажмите колокольчик, чтобы вам всегда приходили оповещения о моих новых видео. И тогда вы не пропустите ничего интересного или полезного. Всего доброго и спасибо всем, кто досмотрел до конца.